Всем привет, ребята, и добро пожаловать на канал Na'Vi Valorant. Сегодня я вместе с ССК и Арчем расскажу вам о новой карте, о том, как ее будут играть профессиональные команды и что вообще можно от нее ждать. Желаю вам приятного просмотра и давайте начинать. Наша команда — это сложный механизм. Каждая деталь должна быть совершенна. Нам нужна моментальная реакция, идеальная коммуникация и точность в каждом движении. Это и есть секрет победы. Так, ребят, еще раз вам привет. Здорово. Всем привет, привет, Раунс. В общем, сегодня, как я уже сказал, будет видео про новую карту. Поговорим про новую карту, разберем, как она вообще вам по дизайну, как вы играли на ней, уже успели протестить. Рассказывайте. Ну, я играл на ней пару раз, и на стриме часик пробежался. Посмотрел, какие герои на ней могут хорошо применяться. Посмотрел проходы, посмотрел, как можно примерно играть за атаку и за дефенс. И как бы сложилось свое мнение о карте. Поэтому как-то так. Угу. А Артур, ты как? Как тебе дизайн карты? Прикольно, приятные, кстати, цвета. Сразу, типа, когда на карту зашел, мне понравилось. Тоже поиграл игры 3. Я больше на Сайфере поиграл, мне на Сайфере понравилось там бегать. Думаешь, Сайфер будет полезен? Ну, мне кажется, да. Будет прикольно. Хорошо, а как вы думаете, вообще часто ли эта карта будет пикаться в соревновательном Валоранте? То есть, учитывая, что сейчас уже 7 карт, будет полноценная мап-вета, можно сказать. Вот будут ее чаще банить или наоборот чаще пикать, потому что карта действительно такая очень необычная и, ни на что не похожая. Ну, я почти уверен, что первое время карта будет инстабаном, скорее всего. Ну, это логично, потому что обычно всегда в любой игре и в Валоранте как бы новую карту всегда банят, потому что на ней есть всегда доля рандома. То есть, если ты команда сильнее, играешь против соперника слабее, играть как бы новую карту — это очень глупо. А команда Na'Vi будет играть эту карту, как вы считаете? Ну, команда Na'Vi играет все карты. То есть у вас вот такой план, готовить вообще все? Да, мы играем все карты. Хорошо, я понял. И вот как раз касательно агентов, как вы вот считаете, какие агенты будут лучше всего подходить для этой карты? Ну, как я и сказал, мне кажется, уже Сайфер. А вот как ты думаешь, сразу вопрос тоже еще, Сайфер или Killjoy? Мне кажется, Сайфер, потому что Killjoy слишком большая карта. То есть она на тросе уедет уже, и считай, на другую сторону, да, ей уже тяжело что-то будет подставить. И как бы люрковать из-за этого ей посложнее будет. Поэтому, мне кажется, Сайфер попрофитнее будет. Да, и скоро все так же Джетка, Рейна, мне кажется. Скай тоже must-have тут должна быть, либо Брич. А вот из смокеров кто больше будет подходить? Из смокеров, кстати, не задумывался. Наверное, Астра. Астра вообще, не знаю, мне кажется, лучший смокер почти на всех картах. За исключением, может быть, Бриза какого-нибудь. Потому что там смоки поуже у нее. А так, Астра, мне кажется, очень сильный герой. А Вайпер будут пикать на этой карте? Вряд ли, если только какой-то прям, не знаю, лютой имбы не будет, какой-то спота имбового, типа стенка там закрывает все проходы одна. Ну, вроде таких спотов не наблюдалось. А так, мне кажется, не особо. А как вы думаете, заиграет ли на этой карте Йору? Потому что вот его ТПшки, может, они как-то сыграют, учитывая, что и по тросам можно туда-сюда, и в принципе карта достаточно большая. Йору уже и на Бризе так говорили, что сыграет. До сих пор не сыграет. А вот вообще не кажется ли эта карта дисбалансная, учитывая, что у нее для атакующей стороны как будто наблюдается какое-то преимущество? То есть не будет такого, что за атаку будут брать там условно 10 раундов? Да, такое может быть. Тут атака очень сильно будет решать, если ничего на карте не поменяют. Потому что, дефенсу, настолько сложно будет все проходы держать. Да, то есть 4 прохода. Тебя сплетут с двух сторон, да, как принимать сайт. Нужно по-любому будет одну точку закрывать, другую, возможно, отпушивать и так далее. Это уже дело каждой команды. Тут, наверное, вот как раз Скай там с флешками на инфу, там Сова будет в этом плане помогать. Скай 100% нужна и за атаку, и за КТ, за дефенс, потому что, во-первых, в принципе, дрон увидит все близкие точки, карта не особо большая. узкие проходы. И флешки со смоков будут очень круто работать на информацию за дефенс. Так что Sky это must have точно в пике. И еще касательно вот
ну, ее дисбалансности. На карте 4 арбы, если вы не заметили. Это первая карта, где сразу 4. При этом каждая из этих 4, она, в принципе, по большей части легко доступна для атаки. Вот это тоже, наверное, будет каким-то таким весом в пользу атаки, то есть еще больше дисбалансности из-за этого, потому что, в принципе, будет как-то так разыгрываться, наверное, раунды, чтобы взять все 4 эти арбы. Или на какие-то будут забивать, вот как вы думаете? Мне кажется, может быть такая тема, что здесь, допустим, вот все-таки кто-то будет играть с Killjoy, и будут очень много фокуситься на то, чтобы брать сферы для Killjoy за защиту и играть ретейк какой-то сайта. Потому что Killjoy, хоть у нее там алярмы не работает, это все, но зато ульта там ретейкает любой сайт почти. Ну да, ульта думаю, ретейкает хорошо. Да, и как бы одна из идей драться за сферы для Killjoy, чтобы потом ретейкать другой сайт, мне кажется, нормальная тема будет. Ну да, в этом возможно. есть смысл. Ну хотя вот, например, на Б ульта Killjoy, если ее ставить в туннеле, ее же можно простреливать, оказывается. Так вот непонятно, это пофиксит или это баг. Под этим... Под да, сайтом там да. такой. Прикольно. Вот, там ее ставили, все думали, что будет имба, а ее можно прям в пол стрелять, и она будет простреливаться. Поэтому это, конечно, немного минус. Но окей, а как вы думаете, вообще, какие тактики будут больше подходить для этой карты? То есть, ну, понятно, что сплиты какие-то, но, может, иногда будут и делаться просто пуши с одной стороны, и будут ли на ней работать фейки, то есть тут достаточно большие расстояния. В принципе, как и на любой карте, будут работать и фейки, и прямые раунды, мне кажется, будут работать в любом случае 4+1, это будет более профитно играть, то есть, чтобы не терять весь контроль карты. А фейк-раунды, то по-любому, блин, я уверен, что если сейчас там люди будут так себе играть карту, то там через полгода-год мы на этой карте сможем увидеть вообще, типа, очень жесткие фейки, там, крутейшие раунды с задумками, там, возможно, даже канат будет применяться. Да, там, я думаю, тактически эта карта будет самая развитая со временем. А ты, Артур, как думаешь? Мне кажется, на этой карте очень много будут зажимать планты с двух сторон. Прям очень часто. Ну да, это что... основное преимущество. Да, потому что это прям настолько дискомфорт создает для защиты, что этим будут очень часто пользоваться, думаю. Логично. А тогда вопрос касательно, наверное, больше защиты. Нужен ли на этой карте оператор, как вы считаете? То оператор на любой карте нужен. Ну да. Ну, в принципе, практически. Да. А тогда еще один такой вопрос. Понятно, что оператор нужен, в принципе, ответ очевидный. А может, тут начнут играть с двумя операторами, как вы считаете? То есть раньше играли только за джетку? Я думаю, это Думаешь, исключено. такого не будет? Я думаю, нет, потому что как бы карта, она сама по себе, по своей структуре, ну, проходы узкие, и их очень много, и как бы, ну, это все же, что на сплите, представь, 2 ВП люди бы играли, ну, 2 оператора. Также они играют, как бы тяжело, если это будет какой-то сайт, который нужно будет ретейкать с 2 авиками. Это вообще без шансов. Да, это без шансов. Угу. Хорошо, я понял. А какой плент вам, как кажется, вот будет проще для атаки? На какой буду чаще ходить? То есть на А, где вот эта тарелка большая стоит, либо на Б? Мне показалось, что на А легче заходить. Я сыграл один или 2 раза. А ты, Артур, как думаешь, ты вроде чуть побольше сыграл? Да, не знаю. Что-то да, как бы, я думаю, просто будет, если прямо разобрать все. Но мне тоже кажется, возможно, на А будет попроще. На А вообще, если посмотреть, если вот за сферу не драться, которая не на тарелке, а которая с другой стороны. Которая на выходе там, да? Да, то там, если за этот проход не подраться, то там будет, получается, если ты будешь зажат в планте, у тебя будет 3 выхода тебе надо смотреть. Ну да. Если типа, да. не 4 вообще. Там со спины и два разделяющихся спереди. Это, конечно, очень тяжело. Да. Поэтому... Ну, то есть на А, по сути, можно вообще делать сплит сразу вообще с 3 сторон. То есть в эту дверьку двойную заходить, идти туда дальше и с тарелки еще. Еще можно на канат пойти, еще в 4-й проход тоже. Да, это вообще со всех сторон, и уже там непонятно, очень как много жить. дыр. Тем более на планте сайт еще, вот он двухэтажный, он простреливается, то есть, в принципе, будет, наверное, легко его и защищать потом.
Вот, кстати, касательно защиты ретейков, как вы думаете, тоже часто ли вообще будут пытаться ретейкать эти пленты? Потому что, ну, действительно, очень сложно это будет сделать. Вот, как я уже сказал, тоже А-плент, он двухэтажный, он весь простреливается. Или будут как-то чаще сейвить? Да, мне кажется, наоборот, проще будет ретейкать. Ну, это же... Ретейк же будет, по сути, работать как защита, которая принимает сайт, типа, и это тяжело. То есть атаки же проще заходить. И мне кажется, ретейкать будет попроще гораздо. Ну, если ты навязал размены, там, не знаю, 3 в 3, мне кажется, ну, легко будет ретейкать. Ну да, в принципе, логично. Тем более, как ты сказал, вот тот же Брич, наверное... Брич тоже может на этой карте хорошо играться, учитывая, что вот ульта его, стан, она все эти выходы легко перекрывает. Ну и плюс, что теперь у него пробивной ломает ульту Killjoy. Это тоже достаточно такой плюс, в принципе, можно сказать. Окей, ну, в принципе, я все понял. Спасибо вам за ролик, спасибо, что рассказали. На этом все тогда. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на соцсети ребят. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.